Это выставка Экспо 2025 в Осаке, и что это вообще такое, и что здесь можно интересного посмотреть? Но давайте по порядку. Начнем с того, что это международная выставка, которая проходит раз в 5 лет. И в этом году Экспо находится в Осаке, в Японии. Исходно подобное мероприятие задумано, чтобы объединить страны, ученых, компаний и интересующихся людей с целью спроектировать дальнейшее развитие общества, задать вектор будущих технологий, глобального пути и куда вообще идет наш мир, объединить страны и все такое. Давайте запомним это и вернемся чуть позже, посмотрев, что в действительности тут происходит. Первый момент, с которым сталкиваешься, это организация мероприятия. В этом плане вопросов не было. Добраться сюда удобно, есть различные варианты по транспорту и в том числе метро, несмотря на то, что все это находится на острове. Внутри ходить приятно, много где есть тень, чтобы спрятаться от палящего солнца, есть места, где можно поесть или взять воды, с мусорками проблем нет, а в Японии это важный вопрос, но про него я рассказывал в большом выпуске про Японию, он есть на канале. Есть места, чтобы посидеть и отдохнуть, или куда отвезти детей, если вы пришли с ними и им все наскучило. То есть пространство очень комфортное для того, чтобы здесь провести целый день, так как несколькими часами вы тут явно не отделаетесь. Концепция всего этого мероприятия дальше заключается в посещении интересующих вас павильонов. На достаточно большой территории выставки вам нужно ходить по павильонам, которые представлены разными странами, и смотреть там стенды, экспозиции и разные перформансы, которые каждая страна подготовила. Но вот именно на этом моменте есть нюансы. Вообще, это моя первая выставка Экспо, и так как об этой выставке говорил чуть ли не весь мир, я ожидал от нее чего-то прям вот такого, но мои ожидания не совсем оправдались. Начнем с общих павильонов, где собраны пространства многих стран сразу, которые делали не сильно большие экспозиции. На первый взгляд выглядит интересно, но когда начинаешь ближе знакомиться с тем, что здесь представлено, понимаешь, что не все так однозначно. В большинстве случаев дело ограничивается каким-нибудь небольшим фильмом про красивые места страны или небольшим магазинчиком национальных товаров, ну и в принципе на этом все. Где-то вообще стоит просто тумбочка с какой-нибудь маской коренных народов и все. Я, конечно, понимаю, что это может быть элемент современного искусства и все такое, но приезжать сюда ради одной тумбочки, ну, такое себе, как по мне. То есть по факту ничего особо полезного или впечатляющего я тут не увидел, хотя обошел все места и посмотрел все, что тут есть. Да еще плюс к этому добавляется большое количество людей. Я не спорю, что в этом действительно что-то есть, и зайти сюда действительно можно, но не в таком формате, когда это выделено в отдельное мероприятие, ради которого ты тратишь как минимум один день. Если бы это была просто обычная выставка, на которую я, к примеру, бы сходил со своим другом, мы бы пообщались на разные темы и еще посмотрели бы вот это вот все, то и вопросов в принципе не было. А тут, ну, как минимум ожидания сильно у меня не совпали с реальностью. Конечно, где-то есть что-то стоящее, но это прям супер исключение. Я подумал, ну ладно, окей, возможно, не просто так сделали вот эти вот отдельные общие павильоны, и, возможно, в больших павильонах, которые выделены под конкретную страну, будет все по-другому. И действительно, там все было немного получше. То есть вот, к примеру, павильон Китая или Канады, где все сделано для исследования через дополнительную реальность и выглядит, ну, действительно интересно. Или павильон Индонезии, где попадаешь в джунгли. Вот там есть что посмотреть, но опять же вернемся к исходным целям выставки. Задать вектор развития общества и вдохновить этим нынешнее поколение. Ну вот, а где вот это вот тут все? Я не спорю, красиво, масштабно, но по факту все сводится просто к пиару каждой страны. Акцент везде сделан на «а вот посмотрите, какая у нас красивая природа и в каких отраслях мы самые лучшие». Это неплохо, и если мне какая-то страна симпатизирует, то мне действительно интересно туда зайти. И, к примеру, в павильоне Китая я честно посмотрел весь ролик от начала и до конца. Но, если честно, то в том числе потому, что он был классно сделан, и там была куча всяких приемов, которые я бы хотел и сам использовать у себя в видео. Но если рассуждать глобально, то если я хочу узнать о стране, то я лучше посмотрю профильный ролик на YouTube. Так что, на мой взгляд, основная цель и миссия выставки на 100, да и на 50% тоже не достигнута. Окей, сюда можно прийти просто, чтобы посмотреть всякие вещи, которые в обычных музеях или выставках ты не увидишь. Но по ощущениям это было примерно как когда собрался сходить в кино, а по факту просто прогулялся по Дому культуры и посмотрел флаеры фильмов и описания к ним. Да, идея отличная, но есть одно но.
Тут так много людей, что чтобы посетить одно какое-то место, тебе нужно стоять 30 или 40 минут в очереди, а где-то и то дольше. К примеру, в павильон США очередь была более часа. И даже после этого там не особо свободно, а куча посетителей, и отдохнуть в такой атмосфере или свободно насладиться выставкой, ну, почти никак. К тому же есть места, где ты отстоял очередь и попадаешь, ну, скажем так, не особо к чему. Возможно, это я не разобрался, но вот как это все связано с Сербией? Целый павильон всяких мультяшек и все. Ну, не это я хотел увидеть в Сербии. Я там был, и на мой взгляд, можно было бы сделать просто красивые виды страны, и получилось бы куда лучше, но это лишь мое мнение после 30 минут ожидания в очереди сюда. Не знаю, что еще сказать про это все, но через 5 лет я несколько раз еще подумал, покупать ли билет на такую выставку или нет, если буду в том же городе. Но вот чтобы лететь сюда полмира ради нее, однозначно нет. Даже с таким наполнением мероприятие могло быть хорошим и иметь место для посещения, но, как по мне, все губили большие очереди, потому что тут не было свободного места нигде. Везде было очень много людей, и несмотря на все, что можно было тут посмотреть интересного, впечатления плавно превращались в неположительные, потому что большую часть времени тут ты проводишь в очереди. Конечно, я опускаю много хороших моментов, весь масштаб, всю атмосферу и много интересных мелочей. Но если спросить меня, какое впечатление у меня осталось, то по большей части оно именно такое. Но это лишь мое мнение и мои впечатления об этой выставке. Накануне перед посещением я смотрел разные видео отсюда, причем на русском языке их пока что не было, были только на английском. И там были в основном положительные отзывы, так что, может быть, это я чего-то не понял. Но мнение у меня такое.